Мне говорили, одна женщина в Албанию не делает так. И я сделала. Я думала, что я знаю, чего ожидать от Албании. Прочитала кучу статей, пересмотрела много видео. Однако через несколько часов я поняла, что здесь абсолютно все наоборот. И не так, как мы привыкли. Началось все, конечно, шикарно. Аэропорт – огонь, стекло, свет, все сверкает. Ну, красота. Иду и думаю, ну чего мне нервы трепали? Автобус из аэропорта ходит каждый час. Стоит копейки, все логично. И даже Wi-Fi в нем был заявлен. Я обрадовалась, подключилась. Подключилась-то легко, а вот интернета так и не было. Просто крутилась вечная загрузка. Ну, ладно, думаю, первый привет от Албании. Вышла с автобуса, а тут полный абзац. Думаю, вы можете себе представить человека после перелета в предвкушении восхищаться новым городом, красивыми улочками. А тут такое. Что это было, рассказала в прошлом видео. Если интересно, ссылка вот тут, вверху справа. Чтобы вы вообще понимали, куда я попала, маленькая справка. Албания географически прям находится в Европе, но в Шенген и в ЕС она не входит. То есть, если вы не житель Европейского Союза и у вас нет шенгенской действующей визы, то вам нужна отдельная албанская виза. Огромный плюс, что ее можно оформить онлайн и получить достаточно быстро. Валюта тут лек, не евро. Небольшой подвох есть. При снятии денег с карты банк себе спокойно откусывает такой неплохой процентик. А карты в Тиране принимают далеко не везде, поэтому наличку лучше иметь. Язык. Тут вообще все без шуток. Албанский ни на что не похож. Ни славянский, ни романский. Вообще как будто с другой планеты взяли слово. В центре Тираны, в туристических кафе и магазинах, с официантами еще можно поговорить по-английски. Но на улицах в общей массе даже не рассчитывайте, что вас поймут без переводчика. Чтобы окончательно разобраться, насколько здесь все по-привычному, я решила проверить город по 5 вещам, которыми турист пользуется каждый день. Я называю это смайл-тест. И проверять мы с вами будем туалеты, воду, мусорки, светофоры и лавочки. С туалетами тут беда. Общественных я не нашла. Это только если сходить в кафе или в торговых центрах. Бесплатных питьевых фонтанчиков тоже не встретила. В Тиране не рекомендуют пить воду из-под крана, а туалетную бумагу выбрасывать в туалет. В городе можно встретить много контейнеров для мусора. Выглядят они, конечно, не айс. Запах тоже не лучший. Но все же они есть. С урнами тоже все в порядке. Они пустые и выглядят нормально. Не могу сказать, как они будут выглядеть зимой или осенью, когда идет дождь. Ну, по крайней мере, на момент моего присутствия проблем выкинуть мусор или найти мусорку не было. Светофоры получают от меня go. Вместо обычного человечка здесь албанский двуглавый орел. Вечером он красиво подсвечивается, и выглядит это очень необычно. Плюс на многих светофорах есть таймер обратного отчета. Лавочек в городе много, они разные, и искать их не нужно. А эта лавочка просто зачет, посмотрите. Думаю, я немножко поторопилась, потому что она из металла, и она горячая. Сидеть на ней невозможно. Ставлю лавочкам go в любом случае, потому что с ними проблем в городе абсолютно никаких нет. Итог 3 плюса и 2 минуса. Не идеально, но и не провал. Хотя, как оказалось позже, самое необычное в Тиране – это вообще не мусорки и не светофоры. Здесь реально два квеста. Первый квест. Надеюсь, что я не попаду под машину или под велосипедиста, или под мотоциклиста. А второе, если вы меня спросите, где я вам не скажу, потому что я не знаю, навигация здесь сходит просто с ума. Пешеходные переходы здесь сразу бросаются в глаза. Они необычного красно-белого цвета.
Хотя местами разметка уже стерлась и видна не очень хорошо. Но яркая разметка совсем не означает, что переходить дорогу будет легко. Впечатление, что правила дорожного движения здесь носят лишь рекомендательный характер. Мало того, что водители носятся, они сигналят постоянно. Думаю, и в знак возмущения, и в знак приветствия, и, возможно, просто, чтобы остальным не было скучно. Поэтому, если честно, на пешеходном переходе уверенности, что тебя пропустят, у меня так и не появилось. Велодорожек в Тиране очень много. Казалось бы, здорово, но велосипедисты носятся так, будто едут с закрытыми глазами. Стоять на велодорожке – это примерно как играть в русскую рулетку. А вечером становится еще веселее, потому что многие ездят вообще без фонарей. И заметить их заранее практически невозможно. Парковок для велосипедов тоже очень много. Тротуары здесь настолько узкие, что иногда я даже сомневалась, это действительно тротуар. Часто просто стояла перед выбором, по дороге идти страшно, а по тротуару жутко неудобно. Найти дорогу с помощью навигатора попытаться можно, но интернет здесь не всегда работает стабильно, а навигатор иногда начинает водить просто кругами. Иду ночью непонятно где. Страшно ли мне? Только за то, чтобы меня не сбили. 10:30 ночи, сижу, не знаю где. Навигатор водит меня по кругу. Надеюсь, я доберусь до своего отеля. После всего этого хаоса захотелось немного выдохнуть, и я отправилась на местный рынок. Правда, если вы представляете себе огромные ряды с фруктами, овощами и местными деликатесами, как, например, на рынке в Любляне, то здесь все совсем иначе. Продуктов здесь оказалось совсем немного, зато полно сувениров, изделий ручной работы и всяких мелочей. И именно здесь я купила, пожалуй, самый необычный сувенир из этой поездки – палочку для меда, вырезанную из настоящего оливкового дерева. Мне кажется, отличный сувенир, полезный. По крайней мере, он не будет просто пылиться дома на полке. Именно на рынке я наконец-таки нашла тютину. В Германии я ее ни разу не встречала, и для меня это настоящий вкус детства. Сразу можно понять, ел человек тютину или нет. Рядом с рынком находится один из самых известных магазинов сладостей в Тиране, который, если верить вывеске, работает с 1924 года. И именно там я попробовала знаменитый албанский десерт трилече. Мне он, честно говоря, очень понравился, поэтому смело рекомендую его попробовать, если будете там. Меня очень удивило в Тиране немножко другое. Складывается впечатление, что здесь половина жителей города что-то продают. Причем не только на рынке. Люди сидят прямо на тротуарах, раскладывают товар на земле или устраиваются вдоль стен домов. И без того узкие тротуары становятся еще уже. Такое ощущение, что весь город превратился в один большой рынок. Не подумайте, в Тиране есть супермаркеты, и они большие, красивые и вполне с достойным выбором. Так что после уличной торговли заходишь внутрь и снова чувствуешь себя в привычной Европе. Правда, ненадолго. Иногда цены здесь мне показались реально смешными, а иногда настолько отрезвляли, что я так и не поняла, почему поесть в кафе зачастую дешевле, чем купить продукты в супермаркете. Вот такой албанский парадокс. Советую попробовать этот горный чай. Здесь им гордятся. Я питалась, безусловно, в основном в кафешках. Как упустить такую возможность? В обычной Европе такого себе позволить каждый день не сможешь. Еще нашла сеть кофеен, где интернет работал безупречно. Это тем, кто собирается посетить Тирану, на заметку. С чем я точно промахнулась, так это с хостелом. Да, он стоил всего 10 евро за ночь, и в стоимость входил завтрак, который каждое утро готовил сам хозяин. Мы сидели за одним столом с туристами из разных стран, и атмосфера была настолько домашней, что казалось, будто приехали в гости к родственникам.
Но на этом плюсы, к сожалению, заканчивались. Все остальное оказалось, мягко говоря, не самым приятным. Поэтому к выбору жилья в Тиране я бы посоветовала отнестись гораздо внимательнее. Я думала, что самый запутанный вопрос в Тиране – ее история, а потом подняла глаза и увидела местную электропроводку. На самом деле этому есть объяснение. После падения коммунистического режима Тирана начала очень быстро расти. Появлялись новые дома, магазины, интернет-провайдеры и вместе с ними все новые кабеля. Старые при этом часто никто не убирал, так что местная проводка – это по сути история города, только написанная не в книгах, а над головами прохожих. Удивили и дома с открытыми подъездами. Во многих из них вообще нет входных дверей. Добавьте к этому еще большое количество самовольных построек. Ну, я так понимаю, что после падения коммунистического режима Тирана решительно начала расти. Жилья не хватало, и многие дома и пристройки возводили без разрешений. Часть же таких построек узаконили, но многие до сих пор являются самозастроем. Поэтому архитектура города, конечно, выглядит очень необычно. Иногда кажется, что каждый строил так, как считал нужным. Но все вместе это создает очень запоминающийся, немного хаотичный и местами странный облик. К этому всему еще добавьте бездомных животных, которых в городе достаточно много, хотя они не проявляют агрессии и просто наблюдают за прохожими. Мне повезло, в городе пошел дождь, и мне это дало возможность проверить, насколько качественно уложена городская плитка. Здесь Тирана, к сожалению, тест не прошла. После ливня огромные лужи появлялись буквально на каждом шагу, и прогулка быстро превратилась в квест «Не намочи ноги». Ради справедливости должна сказать, что Тирана очень быстро развивается. По всему городу идут стройки, ремонтируют улицы, появляются новые здания. Так что, возможно, уже через несколько лет многое здесь будет выглядеть совсем по-другому. Знаете, что мне понравилось здесь очень? Это люди. Несмотря на внешний хаос, они оказались полной противоположностью. Да, албанцы сами по себе громкие, и иногда кажется, что они постоянно спорят. Но стоит обратиться за помощью, и отношения меняются мгновенно. Люди оказались очень открытыми и гостеприимными. Если честно, знакомые меня отговаривали от поездки, пугая албанской мафией. Но, если не считать дорожное движение, я чувствовала себя здесь даже спокойнее, чем в некоторых городах Италии или Испании. И дело не только в моих ощущениях. В албанской культуре существует древний кодекс чести – беса. Если албанец сдал тебе бесу, он обязан защитить тебя, даже если ради этого ему придется пожертвовать собственной жизнью или жизнью собственного сына. Существует баллада о Константине и Дарунтине. Константин дал когда-то матери бесу, что вернет ее дочь Дарунтину домой из далекой страны, если мать затаскует. И представляете, Константин погибает на войне, но сила его словесного обещания оказывается настолько сильной, что он восстает из могилы, садится на коня, скачет на край света, забирает сестру и привозит ее к порогу материнского дома, после чего его дух успокаивается. Не спорю, возможно, именно эти знания оставили у меня ощущение безопасной и гостеприимной страны. Ну, конечно, все равно одной бесой современную жизнь не объяснишь, но мне очень понравилось, что уважение к слову и гостю здесь имеет такие глубокие корни. Смайлики. Если вам нравится вместе со мной проверять города Европы, я напоминаю, что на канале есть плейлисты по странам, а в них города. Найти все можно быстро, потому что все организовано достаточно логично. Пользуйтесь. Не скрою, буду рада вашему лайку и подписке. Естественно, находясь в Тиране, я не могла упустить возможность и не посмотреть на город сверху. И я отправилась туда на автобусе. Билет продают прямо в салоне, но есть два нюанса. Оплатить его можно только наличными и только местной валютой, леками. Конечно же, остановки в автобусе никто не объявляет, и мой навигатор, как обычно, в самый ответственный момент вышел покурить. Поэтому я доехала до конечной, откуда меня уже вежливо попросили выйти из автобуса, и потом еще пару километров шла пешком, ориентируясь только на канатную дорогу.
Впечатляет, правда? И чем выше поднимаешься, тем больше захватывает дух. Эта канатная дорога считается одной из самых длинных на Балканах. Длина маршрута больше 4 километров, а сама поездка занимает около 15 минут. Как вы видите, здесь совсем другой ритм жизни. Наверху город словно заканчивается. Вместо асфальта лес, свежий воздух и куча различных активностей. Я не упустила возможность и зайти в ресторан со смотровой площадкой и попробовать местную кухню. Заказала традиционное блюдо. Честно говоря, я не ожидала, что его принесут прям кипящим и бурлящим. Казалось, оно продолжало готовиться прямо у меня на столе. Вот не поверите, в тот момент я даже не знала, что радует меня больше. Невероятно вкусная еда или потрясающий вид на Тирану. Ну а когда ко всему этому добавился бокал местного вина и в конце принесли счет всего на 10 евро, из ресторана я выкатилась уже как довольный колобок. Если меня спросят, вернулась бы я в Албанию еще раз, я не задумываясь отвечу «да». И думаю, что совсем скоро. Потому что есть города, которые красивые, есть города, которые удобные, а есть города, которые заставляют чувствовать. Они могут удивлять, раздражать, восхищать, иногда даже выводить из себя, но именно такие путешествия запоминаются на всю жизнь. Тирана далеко не идеальна, но, наверное, именно поэтому она оказалась такой настоящей. Именно поэтому мой мозг действительно сказал «перезагрузка». Города встречаю я с улыбкой. Возможно, там найду ошибку, ведь в каждом месте свой секрет, своя легенда, свой завет. Я все проверю, разберусь и с новой тайной к вам вернусь.